прошлом видео, а именно в 7 главе Желтого Императора, я впервые упоминал такие понятия, как солнечные термины и климатические факторы. Так как то видео касалось самой главы, я решил сделать отдельное видео только для этих терминов. Вообще, понятие солнечный термин я взял с английского языка solar term, потому что китайский вариант DT, буквально фрагментальная энергия, это уже слишком. В русском переводе Желтого Императора его переводят как дыхание Ци, что, как мне кажется, вообще не отображает самой сути определения. Есть также Qi-Hou, в современном китайском это переводится как климат, поэтому в своем переводе я называл это климатический фактор. В русском переводе так и называют период Хоу. Англичане опять-таки перевели это более понятно, назвав пентадой, а именно пятивалентным элементом, так как эти Хоу состоят из 5 дней. Это более логично и звучит более понятно для человека, который с китайским не знаком. Итак, давайте глянем, есть ли какая-либо информация про это в русском интернете. Ого, реально есть. Нет. Ладно, давайте поглянем в других источниках. Опять попался. Ладно. Видимо, информации про это официально нет, поэтому придется взять дело в свои руки и перевести статью в Википедии самостоятельно. Вот он, двигатель прогресса. Именно работая ради идеи, а не ради материального обеспечения, мы, обычные люди, можем делать мир лучше. Да, не знаю почему, но мой перевод моментально удалили. Поэтому придется все рассказать здесь. Итак, солнечный термин – это временной отрезок в традиционном китайском лунно-солнечном календаре. Всего их 24. Солнечные термины соответствуют определенному астрономическому событию или отображают природный феномен. Это объясняет их название. В английской Википедии упоминается Джоугун из династии Джоу, который существовал 1000 лет до нашей эры и который якобы обнаружил первый солнечный термин. Но трудно сказать, так ли оно было на самом деле. Как-никак, мифический Желтый Император должен был существовать до Джоугуна, хотя сам канон Желтого Императора был написан и после. Одно можно сказать точно, солнечные термины определялись с помощью специального древнего орудия гуйбяо. Это солнечные часы с удлиненным циферблатом и одним или двумя гномонами. Это орудие использовалось для определения длины Солнца, и именно через него удавалось скорректировать солнечные термины. Вообще, вся эта система несколько похожа на гороскоп. В книге Желтого Императора даже говорится, что Чишу, что в переводе означает «судьба», это лишь как солнечные термины проявляют все сущее. Вкратце, 5 дней образуют пятивалентный элемент. 3 таких элемента образуют один солнечный термин. Это еще можно запомнить потому, что каждый солнечный термин стоит на 15 градусов друг от друга в окружности неба, что в целом 365 градусов. А 6 солнечных терминов образуют один сезон, а 4 сезона формируют один год. Обсудим каждый из солнечных терминов по отдельности. Ли Чун – это начало весны, 4-5 февраля. Китайский Новый год празднуется в это время. Возможно, поэтому в Китае с 1941 года этот день считается днем фермеров. В Китае в этот день едят чунбин, который переводится как весенний блин. Далее, юшуй, дождевая вода, 18-19 февраля. Динджи, пробуждение насекомых, 5-6 марта. Название говорит о потеплении. Интересный факт, есть один фильм 2004 года с таким названием. Чунфын, весеннее равноденствие, 20-21 марта. Цинмин, чистый и яркий, 4-5 апреля. Гую, дождь из зерна, 20-21 апреля. Лися, начало лета, 5-6 мая. Сяоман, малое наполнение, 21-22 мая. Манджон, зерно в ухе, 5-6 июня. Манджон означает, что зерно созрело и готово к жатве. Ман означает и зерно,
и быть занятым, так как фермеры снова будут заняты работой. Китайские врачи в этот период рекомендуют тутовную ягоду. 2000 лет назад ее считали священным фруктом. Она богата глюкозой, витаминами А, В и С, а также минералами, которые полезны для сердца, почек и печени. Сяджи – летнее солнцестояние, 21-22 июня. Солнцестояние означает середину сезона в традиционном китайском календаре. Сяошу – малый зной, 7-8 июля. Дашу – большой зной, 22-23 июля. Ли Цю – начало осени, 7-8 августа. Чушу – пик зноя, 23-24 августа. Байлу – белая роса, 7-8 сентября. Цюфэн – осеннее равноденствие, 23-24 сентября. Ханлу – холодная роса, с 8 по 9 октября. Шуанцзян – нисхождение мороза, 23-24 октября. Лидон – начало зимы, 7-8 ноября. Сяосюэ – малый снег, 23-22 ноября. Дасюэ – большой снег, 7-8 декабря. Донджи – зимнее солнцестояние, 21-22 декабря. В Китае раньше праздновался как фестиваль конца урожая. Ныне же семьи собираются вместе на ночь. На юге Китая едят розовый и белый таньюэ. Это такое блюдо из клейкого риса. А в северном Китае традиционным блюдом считается пельмени цяози. Сяохан – малый холод, 5-6 января. Дахан – большой холод, 20-21 января. Зачем же знать об этих терминах? В желтом императоре проявление различных органов не в свой солнечный термин может быть признаком болезни. Это даже помогает понять, причина болезни в недостатке или в избытке энергии. Также термины тесно связаны с теорией 5 элементов Усин. К элементу древа относятся термины от большого холода до периода после весеннего равноденствия. К огню от чистого и яркого до после зерна в ухе. Земля – период после зерна в ухе до периода после пика зноя. Металл – период после пика зноя до периода после начала зимы. И к воде от периода после начала зимы до периода перед большим холодом. Ну вот, впрочем, и все. Подписывайтесь, бейте в колокольчик, потому что канал молодой, нужно развиваться. Лайки, комментарии очень сильно мотивируют меня на работу. Пока.